Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. С вами ведьма Графина, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, оказываю услуги людям. Это в том числе боевая магия, магия наказания, черная магия, договор с дьяволом. Также я занимаюсь предсказаниями. На моем канале вы можете увидеть много также исторических фактов в Телеграме, в Инстаграме. И иногда в последнее время мне очень часто пишут, что, мол, что-то я подозрительно много знаю наперед о движении войск, о том, что будет происходить в городах. И поэтому я и маг, поэтому я и обладаю даром предсказания, потому что я умею предвидеть события. И меня упрекают уже чуть ли не, что я в какой-то там разведке состою. Вы что, смеетесь, что ли? А мне разведка также докладывает, с кем бегает ваш Вася, спит или с кем он спал в прошлом. Ну, не существует такой разведки. Это все мой дар, это все мои способности. Если мне все равно, что смотреть, какую информацию, главное на нее настроиться, да, что мы ищем, что мы хотим узнать. Типа я вызываю, да, вы еще мне скажите, что я на какой-нибудь Моссад работаю, ага, что я какие-то разведки мира там. Ничего этого, у меня никаких данных нет. Это все моя интуиция. Сегодня у меня гадание не по одной карте, связанное с Москвой. Дело в том, что, ну, наверное, полгода назад, скажем так, у меня был прием, и мне наш человек, который там находится, хотел задать вопрос. Я увидела там нечто страшное. Сегодня уже вспоминая обо всем этом, именно на апрель месяц увидела, полгода прошло, часто делать расклады нельзя, но я повторю это, скажем, сделаю другой расклад на Москву. Сегодня до конца апреля, может быть, на начало мая. Еще раз повторяю, когда вы меня просите делать расклады на город, самый верный расклад, допустим, до конца апреля, первый. Все, второй, третий, это уже бред, это уже неправильно будет. Итак, сегодня расклад на Москву. Что ждет Москву до конца года? Кроме того, несколько нехороших дат в апреле. День рождения Гитлера, 20 апреля, 2004, 2022, да, помним. И 22.04. 2022. То есть это день рождения уже Ленина. Гитлера и Ленина. Гитлер и Ленин родились в апреле. Тут Гитлер 20-го, а Ленин 22 апреля. Сами понимаете. Игра такая. И посмотрим, что же ждет Москву в апреле. Смотрим в целом. В течение 3 дней ближайших есть некая какая-то неопределенность, то есть решается какая-то судьба, кто-то решает, есть некая расстановка сил, которая говорит о том, что да, мы будем решать три группировки, которые думают, разрывает изнутри власть. То есть Москва не только как город, как и сосредоточение власти. Итак, что будет происходить, скажем так, для людей? Пятерка мечей, пожалуйста. Война, стенка на стенку. И это уже война. Судя с этого, то есть тут есть две каких-то группировки, появляется третья совершенно неожиданно. Это война, это также часть Москвы, половина, может быть, большая половина с какой-то стороны. Это будет опасно для людей нечто. Это вооруженная группировка, скажем так, потому что вопрос был по группировке. Давайте так. Начнется, что это будет для
настроение может быть Москвы, для ее границ, для ее, что это такое будет. Вот кто мне не говорит, что я там что-то подкидываю, какие-то карты, или оп, и вот 2 карты. Разрушение, нарушение образа жизни. Также это карта, что воздержание. То есть начнется недостаток продуктов резкий. Причем это связано с тем, что будет что-то очень сильно разрушено. Я же говорю, что скорее всего, что тут будут войска видены. И по перевернутой силе тут как и по нарушению стабильного образа жизни будет уже вот недостаток продуктов. Возможно, что тут оцепление, тут война, войска. И что же будет с людьми? Давайте так скажем. Ну, сейчас посмотрим, что это ракетный удар, что это вообще такое. Что будет с людьми, насколько это будет опасно для людей. Но людей будут поддерживать. Давайте посмотрим. Система власти. Что будет? Кремль, власть, вот эти все. Шут. Все. Все, перезагрузка власти. Вот почему будут введены войска. Вот почему будут ограничения по въезду, выезду. Вот почему будет недостаточно продуктов. Да, что останется? Вода. Да, снабжение водой. Вот шут. Все очень серьезно. Причем это карта нуля. То есть Москва на грани переворота. Это переворот у власти. Причем кто придет к власти, давайте посмотрим. Потому что тут шут для власти. Это совсем не хорошая карта. То есть говорит о том, что происходит нечто неожиданное, что никто не планировал. Ну, я обычно не гадаю на каких-то личностей, да, мне больше интересует, что вот общественность, что для обычных людей это будет знать. Шут. Кто придет, что будет со старой властью, с теми, кто сейчас. Потому что тут говорю, что 3 группировки. И одна вошла совершенно недавно, неожиданно. То есть тут уже и было 2 группировки. Что будет с теми, кто сейчас у власти? Вот они друг с другом ссорятся, смотрите. Это серьезный очень конфликт. По шуту перезагрузка. Все. По шуту. Что будет теми, кто сейчас у власти? Лишаться власти, разрыв, повешенный, перевернутый. Разрыв полностью, обрыв каких-либо рычагов управления. Может быть, даже власть это кого-то частично уже и тяготила. Кто придет новый, что это, каким путем это вообще будет? Давайте я вот вам. Будет двоевластие, причем будет это скорее связано с местной, вот всякая мэрия, те, кто там на месте живет. Нет, это не украинская власть, это то, что у вас там в Москве происходит, то, что обращаюсь к местным, да, это будет группировка на группировку, причем будут тут и разрушения, и передача власти, и туда, и сюда. Давайте так, что будет с людьми? Это будет не один день это будет происходить. Давайте спросим. То есть оцепят Москву, будут серьезные войска, будет перезагрузка власти, все. Кто будет? Кто это будет? Кто придет? Суд нерешенный. То есть, видимо, тут все-таки группа лиц какая-то будет старая и новая. Вопрос не решится. Будет бой? Будет бой. Чем завершится ли это к началу мая? Будут разрушения? Нет, не решается. Такое впечатление, что захватят какое-то строение, связанное с властью. И там будут сидеть представители как бы новой власти, очень рискую, и представители старой. Вот так. Что будет вообще в самой Москве в плане гуманитарном там? Ну что, уличные бои? Что в Москве? В Москве можно Подмосковье, вся Россия. Давайте я гляну, что там.
Введение, попытка локализовать будет вокруг, местами будут вспыхивать, то есть введены войска. Войска, причем частично они будут, чтобы мобилизовать мужчин, население. Что могу сказать? Ну, начнется это с Москвы. Молодой, более молодой человек придет к власти. По крайней мере, он попытается, и он будет вести бои со старой властью. И все это дастся, ох, как не сладко, особенно москвичам. Ну что, пятерка мечей пришла в Москву. Давайте посмотрим, что это. День рождения Гитлера, 20-е. Это не прямо сейчас. Нет, все-таки день рождения Ленина. Вот, день рождения Ленина. Ну что, это пока еще идет подготовка. Какие-то разрушения, может быть, все. Кризис на 22 апреля назначен. Готовимся. Вот такая вот фигня малята. Так что, Москва, чем это закончится? Что, ну, новая власть победит. Но боев будет предостаточно, будет ограничения со стороны закона. Многих повяжут, многих посадят, многих ограничат в свободе. Вот так вот. Москва, если кто-то может быть не готов к такому раскладу, то есть в Москве будет что-то страшное. Все. У меня все. До свидания.